Валлар Моргулис, друзья! Мы очень часто путешествуем по карте Игры Престолов, когда интересуемся различными далекими странами, народами или историческими периодами. И, наверное, многие из вас, когда видят известный мир, задаются вопросом, а что же находится за границами карты, и как вообще выглядит планета Льда и Огня? И именно об этом человек расскажет в данном видео. Но перед тем, как перейти к основной теме ролика, хочу рассказать вам о Rise of Civilizations. Эта игра может стать свежим глотком воздуха для всех любителей многопользовательских онлайн-стратегий. Rise of Civilizations заслуженно имеет восторженные отзывы в сети, ведь она может похвастаться отличной графикой и увлекательным игровым процессом. Суть геймплея заключается в выборе и развитии одной из 11 уникальных цивилизаций, но ничего не дается просто так. Чтобы преуспеть, нужно будет бороться за ресурсы с тысячами игроков со всего мира. Собирайте огромные войска, продумывайте тактику с учетом имеющихся бонусов и сражайтесь в эпичных войнах. Ну или объединяйтесь с другими игроками против общего врага, это уж как придется. Если вы любитель продуманных, но интуитивно понятных стратегий, а также имеете под рукой современный смартфон, обязательно присмотритесь к Rise of Civilizations, она вас не разочарует. Скачать ее можно по ссылке в описании. На данный момент существует довольно подробная карта известного мира Игры Престолов, но, к сожалению, она не содержит в себе никакой информации о точных расстояниях и размерах различных объектов. Все, на чем могут основываться какие-либо расчеты, это протяженность стены – 483 километра или же 300 миль. И далее все расчеты будут основываться в основном лишь на стене. Перед тем, как поговорить о размерах материков и собственно самой планеты, хотелось бы сказать несколько слов о картах. Как мы знаем, карты, к которым мы все привыкли, не передают истинного представления о мире. Так вот, а что если и карта Вестероса изображена с искажениями, и по ней не стоит судить о размере материков? Есть несколько способов представления территории на картах. Наиболее популярные – это проекция Альберса и проекция Меркатора. Минус проекции Меркатора заключается в том, что она имеет различный масштаб на разных участках и не сохраняет площади, тогда как проекция Альберса сохраняет площадь объектов, но искажает углы и форму контуров. В известной нам карте мира Льда и Огня можно определить прямые линии долготы и широты, а это характерно для проекции Меркатора, что говорит нам об искаженных представлениях о размере Вестероса и остальных земель. Для того, чтобы увидеть, как на самом деле они выглядят, нужно представить карту в проекции Альберса, которая сохраняет форму, что мы сейчас и сделаем. После небольшого сравнения легко заметить, что изначально казавшийся огромным север стал куда меньше, хотя, как мы знаем о его территории, говорят, что она не уступает остальным вместе взятым. Различные проекции карт – это, конечно, интересно, но, как говорил Нед Старк, есть несколько факторов, которые полностью перечеркивают все вышесказанное. Карта, которая изображена в книгах, никаким образом не искажена, так как 500 километров, соответствующие длине стены, подходят по масштабу нескольким другим расстояниям, упомянутым в книгах, например, от Винтерфелла к темнолесью Гловеров. А это означает, что наша карта создавалась как объединение локальных карт, и на ней нет искажений, что упрощает дальнейшие расчеты. Джордж Мартин в своих интервью, отвечая на вопросы, говорил, что хотя Вестерос и напоминает внешне Великобританию, по размерам он больше напоминает Южную Америку. Основываясь на знаниях о размере стены, можно довольно точно сказать, что протяженность Вестероса от его южных берегов до собственно самой стены составляет почти 5000 километров. А это означает, что чтобы соответствовать протяженности Южной Америки, земли за стеной будут идти на север еще около 2500 километров. Вот как выглядит Вестерос в сравнении с нашими материками. Теперь же обратим свое внимание на Эссос. По словам Джорджа Мартина, он примерно такого же размера, как и наша Евразия. Несложными математическими операциями, основываясь на размере стены, вычисляем протяженность Эссоса. От берегов узкого моря до самой восточной точки на карте, Масовии, Эссос растянулся на 10 тысяч километров. Протяженность же с севера на юг разнится, начиная от 3000 километров, заканчивая 4000 в самой широкой точке. Эти цифры позволяют сказать, что где-то еще четверть материка остается от нас скрыта. Что же касается Ультаса и Саториуса, то об их размерах судить сложно. На карте нам показаны лишь части материков. У Ультаса протяженность с запада на восток 2000 километров, а с севера на юг около 700. Саториус же имеет более внушительные размеры – 2700 на 1700 километров. Но это лишь известная часть материка, он уходит далеко на юг. Джейнара Белейрис во времена расцвета валерийского Фригельда летала на своем драконе Тираксе далеко на юг, до тех мест, куда до этого не добирался ни один муж и ни одна женщина, но нашла только бескрайние джунгли, пустыни и горы.
Она вернулась в республику спустя 3 года и объявила, что Саториус такой же большой, как и Эссос. Квартийцы, исследовавшие восточную часть Саториуса, также не смогли найти конца, что подтверждает слова Джейнары. Даже если предположить, что Саториус не такой огромный, как Эссос, а, например, такой, как наша Африка, то получается, на карте находится лишь 6-я его часть, и выглядит Саториус примерно таким образом. Что касается предполагаемых размеров Ультаса, то здесь нет никаких данных, от чего можно было бы отталкиваться. Предположим, что он выглядит вот так. После того, как мы решили вопрос с размерами материков, поднимем планку выше и обратим наше внимание на всю планету. Начнем с того, что эта планета и она круглая. Джордж Мартин подтвердил, все теории плоскоземельщиков можно отсеивать сразу. Также Джордж Мартин в одном из интервью сказал, что планета, на которой происходит событие, отличается от нашей по размерам. Она чуть больше, и насколько больше, нам и предстоит выяснить. Чтобы определить размер планеты по той части карты, которая у нас имеется, нужно определиться с широтами. Со слов Джорджа Мартина, Вестерос находится в северном полушарии, а это означает, что экватор находится где-то ниже Дорна. Если отталкиваться от земной аналогии, то у нас зона пустынь находится в диапазоне между 15 и 45 градусами. Логично было бы поставить южные границы Вестероса на среднее значение этих широт, то есть на 30 градусов. Но верхняя граница этого диапазона, как по мне, слишком большая, и поэтому среднее значение брать неправильно. Если посмотреть на карту, то лучшей широтой, от которой можно отталкиваться, для нас будет северный тропик, который как раз проходит через центр имеющихся на Земле пустынь. Его широта 23 градуса. Правда, было бы как-то слишком идеально, чтобы Вестерос заканчивался на широте северного тропика, поэтому в наших расчетах будем считать, что он заканчивается чуть выше, а именно на 25 градусах северной широты. Поставив южную границу Вестероса на эту широту, мы теперь прекрасно можем объяснить наличие пустынь, как выше нее в Дорне, так и ниже, красную пустошь Эссоса. Далее нам предстоит решить, где у нас будут северные границы Вестероса. Холод и смена климата возле стены говорит нам о том, что она находится где-то возле северного полярного круга, это 66 градусов северной широты. Такое предположение похоже на реальность, ведь севернее, как мы знаем, очень суровый климат, но есть и леса, что не противоречит земным условиям, ведь на Земле северная граница лесов находится на широте 70-72 градуса, что нас вполне устраивает и объясняет их наличие за стеной. Теперь, зная, где именно на планете находится стена и южный конец Вестероса, и зная, что это расстояние составляет около 5000 километров, можно вычислить размер планеты. Разделив это число на широту, которую она занимает, мы узнаем, сколько километров составляет 1 градус. И это 118 километров. Затем, умножив это число на 360, мы узнаем длину окружности, описывающей планету через полюса. А если считать, что планета имеет форму идеального шара, то это будет и длина экватора. Она в планете Игры Престолов составляет 42 392 километра. Зная длину экватора, ее можно сравнить с длиной экватора Земли, и таким образом узнать, насколько же больше планета Джорджа Мартина в сравнении с нашей. Сделав небольшие расчеты, мы получили результат, который говорит, что планета Льда и Огня почти на 6% больше нашей. Рассчитав длину экватора, мы теперь можем узнать, сколько времени понадобилось бы мореплавателям, чтобы, отправившись из самой восточной точки карты, достичь Вестероса с запада. Согласно расчетам, им нужно будет преодолеть расстояние длиной почти 29 тысяч километров. Сейчас Джордж Мартин в книгах дает максимальную скорость кораблям 10 км в час. При этом они плывут круглосуточно и не учитывается время на остановке и плохую погоду, поэтому скорость немного занижена. При такой скорости на преодоление этого расстояния им понадобилось бы 120 дней. Колумб потратил на свою первую экспедицию в Америку чуть больше 2 месяцев, а расстояние было в 4 раза меньше, всего около 7000 километров. Справедливости ради стоит сказать, что на последующей экспедиции он тратил меньше времени, например, вторая заняла у него 16 дней, то есть в среднем скорость их кораблей составляла около 20 км в час. И даже с такой скоростью морякам с Игры Престолов предстояло бы морское путешествие длиной в 2 месяца, и это если бы все сложилось идеально. В принципе, такое путешествие очень сложное, но реально. И так как его до сих пор никто не совершил, то скорее всего в неизвестных водах либо штормы и погода не позволяет это сделать, либо какие-то другие причины. В кварте Куэйта сделала пророчество для Дейнерис, которое звучало так: чтобы попасть на север, ты должна отправиться на юг, чтобы попасть на запад, должна отправиться на восток, чтобы продвинуться вперед, надо вернуться назад, чтобы достичь света, надо пройти через тень.
Данное пророчество все восприняли буквально, и начались споры о том, что она должна отправиться в кругосветное путешествие. Как мы видим, это чисто теоретически возможно, но нелогично, ведь нужно будет преодолеть расстояние в 2,5 раза больше, чем просто отправиться в Вестерос на запад. Скорее всего, это пророчество стоит толковать не так буквально. В ролике было очень много чисел, расчетов и предположений. Надеюсь, я вас не запутал, так как сам немного запутался при его создании. В общем, что можно сказать по итогу? Мы практически ничего не знаем о планете Льда и Огня. Карта, которая у нас есть, показывает лишь чуть больше 1/6 планеты. Согласитесь, это не очень много, и, к сожалению, вряд ли мы узнаем, что скрывается на неизвестной части планеты. Если ролик вам понравился, жду от вас большой палец вверх, мне будет очень приятно. Выражаю благодарность Ринчи, Ярославу Админу, Константину Лосу, Ивану Печерице, Сахибу Алиеву, Геворгу, Алексею Потапову, Нине и Артему за поддержку. Спасибо за просмотр, всем пока!